За последние несколько лет Винкс очень сильно изменились. От новой рисовки в мире Винкс до 8-го сезона. От сериала на Netflix до теперь уже 9-го сезона. Да, мне как 100% олдфагу и старенькому фанату этого проекта сложно смотреть на все эти изменения, но, к сожалению, современным брендам необходимы изменения, и, видимо, это неизбежно. И именно поэтому мы с вами сегодня собрались, чтобы обсудить сливы по новому 9-му сезону Винкс, попытаться предугадать, что нас ждет в новых сериях, а также посмотреть на новые официальные арты с главными героинями этого мультсериала. Видео начинается прямо сейчас, надеюсь, вы уже приготовили себе чаечек и вкусняшки, не забывайте, пожалуйста, про лайки и комментарии, это очень сильно помогает моему видео быть увиденным и услышанным на ютубе. Ну а меня, как всегда, зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Пата, что означает Добро пожаловать на мой канал. Сперва предлагаю немножечко вспомнить хронологию событий, как мы потихонечку узнавали о новом 9-м сезоне. В сентябре предыдущего года на московском саммите Rainbow официально подтвердили, что 9-й сезон будет, и будет он в совершенно новом формате. 52 серии по 13 минут, то есть серии в 2 раза короче, чем раньше, но при этом самих серий в сезоне в 2 раза больше. Тогда предварительно этот сезон назвали Winx Club Shorts и обещали, что премьера будет где-то в 2022 году. В мае 2021 мы впервые увидели, как, возможно, будет выглядеть Флора в новом сезоне. Было очень много споров, кто это на самом деле. Это Блум, это какой-то новый персонаж, возможно, это просто собирательный образ, может быть, это 3D, может быть, это 2D. А в сентябре 2021 года на Венецианском фестивале представили баннер, где мы могли увидеть Блум, Стеллу и Флору в новом образе, в новой графике 9-го сезона, так же, как и лого 9-го сезона. В сети также появлялось другое лого этого проекта, именно Winx Club Shorts, а не Winx 9-й сезон, но многие предполагают, что, скорее всего, это фанатская работа, потому что уж очень сильно это лого напоминает лого театрального шоу, которое так и не состоялось, к сожалению, из-за ковида. В октябре стало ясно, что этот новый сезон станет ребутом всего мультсериала Винкс, то есть мы начнем историю заново и пройдем ее, возможно, по другому пути. Тем самым, кстати говоря, подтвердилось, что на постере, который я вам показывала ранее, был новый дизайн базового превращения Винкс, волшебницы Винкс, вперемешку с Чармиксом. Вскоре после этого в интернет просочилась картинка, где мы могли увидеть уже всех 6 Винкс в их, видимо, повседневных костюмах в очень плохом качестве, но уже сейчас эта картинка доступна нам в лучшем качестве, и скоро я вам ее покажу. Вообще, больше всего вызывает вопросов именно тот факт, что 9-й сезон является ребутом, то есть перезапуском всего мультсериала Винкс. Для меня вообще нелогично, зачем ребут называть как бы номером нового сезона, если по сути 9-й сезон будет как 1-й сезон. Кстати говоря, слоган 9-го сезона «Волшебнее, чем когда-либо». Куда еще волшебнее, ребят? На данный момент премьера 9-го сезона намечается на конец 2022 или начало 2023. Скорее всего, в России стоит ожидать новый сезон уже ближе к 2023. Пока там переведут, пока все согласуют и так далее. Ну и, в принципе, зачастую новый сезон у нас выходит чуточку позже, чем в Италии. Ну и вообще, следующий год будет просто раем Винкс, потому что в следующем году бренду Винкс исполняется 18 лет. Для Rainbow это юбилей. Правда, интересно, кому там 18 лет исполняется. Ну и, конечно же, давайте посмотрим на новые арты по 9-му сезону, которые мы увидели благодаря выставке Brand License in Europe. Начнем, пожалуй, с парочки Блум и Стелла, и вы посмотрите просто на эти воинственные позы, на эти грозные взгляды. Очень устрашающе выглядит, даже немножечко странновато для детского контента, но тем не менее мне конкретно их эмоции нравятся. Что мы сразу замечаем? Во-первых, у девчонок, слава богу, остались их оригинальные цвета, их оригинальных превращений. У Стелла оранжевый, у Блум голубой. Единственное, что они как будто бы поменялись именно с самими костюмами. Если в первых сезонах у Блум была юбка, то теперь у нее шортики, как у Стеллы были. А если у Стеллы были шортики, то теперь у нее юбка, как у Блум. Лично меня больше всего радует, что Rainbow наконец-то перестали стесняться того, что у Винкс видны пузики. Ничего страшного в этом нет. Просто вот высокую талию сделали, и все хорошо. Бросается в глаза и то, что крылья Стеллы и Блум очень уж сильно похожи между собой. Мне нравится сам дизайн, мне нравится, что они обратились к этой эстетике каких-то более таких этнических, что ли, фей. И мне очень хотелось бы, чтобы такой стиль сохранился, но мне кажется, здесь у девочек такие крылья только потому, что просто до сих пор не успели доработать эти дизайны. Это часто бывает. Также я заметила, что у Блум и Стеллы появились маленькие коротенькие перчаточки на руках, а на
талии они повесили такие типа сумки, барсетки, видимо. Ну, что-то напоминающее сумки из Чармикса из второго сезона, если вы помните про такие, но при этом дизайны их совершенно другие. И тут, конечно, возникает логичный вопрос, а куда же они дели броши Чармикса? И тут, мне кажется, ответ хранится в коронах или в диадемах, которые девочки носят у себя на голове. Как вы помните, в базовом превращении что-то вроде диадемы было только у Блум в волосах, ну а теперь, во-первых, у Блум поменялся немножечко дизайн ее короны, вот прям корону ее хочется назвать, она стала более такой роскошной, как будто бы там даже какой-то камень. Во-вторых, у Стеллы появилась тоже диадема, она тоже вся такая прям королевская, украшенная. В-третьих, диадему можно заметить и у Флоры, на которую мы пока что еще не посмотрели, но сейчас посмотрим. И мне интересно, намекает ли это на то, что в ребуте все-таки Флора станет принцессой Линфеи? Как Стелле, так и Флоре заплели маленькие косички у лица. Мне кажется, что пока что это концепты, и, скорее всего, эти косички оставят только одну из героинь. Ну а Флоре оставили ее оригинальные длинные перчатки, точно такого же дизайна, как они были и в базовом превращении. Но сам костюм превращения выглядит иначе. Несмотря на то, что она все еще носит платье, платье выглядит ближе по фасону, наверное, к Энчантиксу, чем к базовому превращению. У Флоры, кстати, крылья имеют другой стиль, менее похожий на тот, который я описала ранее. Это скорее действительно какие-то переработанные крылья Стеллы из базового превращения, которые стали более такой мягкой формы и более, видимо, зеленого цвета. Не уверена, нравятся ли они мне или нет. Я больше склонна к тому стилю крыльев, которые появились у Блум и Стеллы в этих артах. Ну вот надеюсь, что все-таки Рейнбоу в новом сезоне сделают выбор в сторону тех крыльев, которые появились у Блум и Стеллы, нежели чем тех, которые появились у Флоры. Вот извините, но мой выбор больше в ту сторону. На ногах у нее теперь высокие сапоги, и, видимо, теперь они на платформе вместо большого каблука. Ну а ее сумочка просто в виде зеленого шара. Возможно, это как-то связано с ее браслетом, который она носит в повседневном образе. И таким образом мы плавно переходим к картинке с повседневными образами Винкс, и, видимо, примерно таким образом они будут выглядеть в своих обычных костюмах. У меня сразу множество впечатлений и эмоций по поводу конкретно этих образов. Что-то мне очень нравится, что-то мне просто нормально, а что-то мне прям конкретно не понравилось. И давайте, наверное, пожалуй, начнем с негатива, чтобы закончить позитивом. Прическа Текне. Покажите, пожалуйста, мне этого гения, который придумал Текне, феи технологий, какие-то косички. Ребят, вы серьезно? Вы серьезно считаете, что самая логичная фея всего клуба Винкс будет каждое утро заниматься тем, что заплетать косички? Немножечко меня расстраивает еще цвет ее волос, как-то ее совсем хотят сделать розоволосой, хотя изначально она была скорее фуксией. Но что радует, это ее аутфит. Мне очень нравится, когда на Текну надевают что-то такое зеленое, возможно, салатовое, лаймовое. Здесь на самом деле еще очень удачный дизайн самого кроп-топа, как я понимаю. Очень прикольный вырез на груди. И, видимо, небольшая отсылка к ее оригинальному повседневному образу. Будут ее штаны в этом сезоне с полосками по бокам. Стелла в целом выглядит нормально. Ничего прям супер неожиданного в ее образе нет. Мне нравится, что ей оставили челку, не убрали ее куда-то в бок. Немного жаль, что ей не добавили ободок в волосы. Мне кажется, это было очень в ее стиле. Но что-то все-таки там заплели ей волосы. Ну, выглядит ничего вроде прикольненько. Ну и образ в основном состоит из оранжевых оттенков с небольшим голубым. Тоже в целом в палитре этого персонажа, но немножечко не так, как было в оригинальном первом сезоне. Образ Лилы мне больше напоминает то, как она выглядела в начале второго сезона, когда она только попала в Алфею. Она тогда была в такой красивенькой, прикольной ночнушке. И вот этот образ тоже мне напоминает почему-то эту ночнушку, хотя, скорее всего, он вообще выглядит совершенно иначе. И, конечно, радует, что Лейли потихонечку начинают возвращать ее родной цвет кожи, потому что в последних сезонах авторы как-то, ну уж очень любят ее осветлять, что не есть хорошо. Еще, кстати, мне очень нравится ее прическа. Она такая более стала, ну прям совсем с завитушками, как я понимаю. Здесь плохо можно разглядеть. Но если она станет еще более кудрявой, мне прям это будет очень сильно нравиться. Насчет Блумки особо ничего не могу сказать. Просто такой стиль землянки. Обычная девочка, которая прилетела с земли, могу в это поверить. Мне нравится, что ей оставили ее оригинальную прическу, особо сильно не стали ее менять. Это классно. Муза выглядит просто потрясающе. Мне очень нравится, что в ее образе сочетали некоторые такие черты и из первых сезонов,
сезонов, и из последующих. Из первых, где она была больше такой мальчуганкой, из последующих, где она стала более такой элегантной, женственной. Ее стиль здесь мне, конечно, очень хочется назвать томбоем, но мне кажется, я ошибусь, если так назову. В этом образе просто все шикарно сочетается, и рваные джинсы, и рубашка в клетку, и этот топик с разными перевязочками здесь, в общем, все супер. Единственное, что немножечко жаль, что ей не вернули короткие хвостики. Вот коротких хвостиков в первых сезонах, тем более в ребуте, мне кажется, очень будет не хватать. Ну а Флора просто милейшая из милейших. Я не знаю, как по-другому описать этот образ. Он мне одновременно напоминает и образ из первого сезона, и образ из третьего повседневку. Но при этом все в более каком-то современном исполнении. Это выглядит очень прикольно, очень мило. Очень классно, что ей сделали прическу именно 2 косички, потому что это, знаете, такая часть образа, которая вот добавляет какой-то наивности. И розовый топик с рукавами-фонариками, просто попадание в точку. Я надеюсь, что ее образ таким и останется, особо сильно не будут что-то менять. На фоне всех этих новостей в фандоме, конечно же, начали активно рисовать арты по этим новым изображениям Winx в каком-то более старом стиле, в более новом, обновленном, в своих собственных стилях рисовки и так далее. И мне особенно очень нравится, что начали фантазировать по поводу того, как будут выглядеть Трикс, которые, конечно же, тоже вернутся в ребуте. Интересно вообще наблюдать за тем, как Rainbow потихонечку переписывает оригинальную историю Winx, в том числе перерисовывая старые официальные арты. Ну, вот, например, когда-то по первым сезонам публиковали официальные арты, где было только 5 девчонок Winx, потому что Лейла, как вы знаете, появилась только во 2-м сезоне. Ну вот в посте официального инстаграма Winx Club на Международный день девчонок Лейла появилась в старом арте, причем так, что перерисовали вообще весь арт, и все костюмы Winx стали немножечко другими, не такими, как они были в оригинальном арте. Причем как-то криво нарисовали, если честно. Лейла немножечко в стороне стоит. Мне больше нравится переработка от Sneaker Winx. Мне кажется, более как-то адекватно выглядит. Ну и также Лейла появилась на старом арте Winx, где ее изначально не было, на баннерах проекта Rainbow, направленного на обучение девчонок самообороне. Тут Лейла выглядит очень гармонично, и у нее есть взаимодействие с другими Winx, которые уже давно присутствовали на этом арте, и здесь мне все очень даже нравится. Но опять же, немножечко жаль, что вместе с Лейлой изменились и наряды Winx, которые в этом арте были другие, не встречавшиеся в мультсериале, и в этом была какая-то изюминка. Ну а новые куклы Winx наконец-то поступили в продажу, и фанаты по всему миру начали их покупать, конечно же, публиковать в соцсетях. Что я могу сказать? Я ничего не могу сказать. Мне не очень нравятся эти новые куклы. Я бы купила, наверное, Текну чисто ради того, чтобы она у меня просто была в коллекции. Мне нравится ее образ, но не нравится, как сама кукла выглядит. По фотографиям с ребенком, которые были использованы в коробке и в промо-материалах этих кукол, мы можем понять, что эта коллекция максимально для детей. Ну, в принципе, это и так было объективно понятно, очевидно. Но что я интересное заметила? Эта фотография была сделана в комнате, которая создавалась специально для проекта Winx Lifestyle. Об этом я рассказывала в одном из своих предыдущих видео. И, по-моему, это комната Bloom. Здесь мы можем увидеть этих новых кукол в сравнении с предыдущими выпусками. Пишите в комментариях, что вы думаете, нравятся ли вам новые коллекции, или, скорее всего, вы тоже пройдете мимо. Стоят они при этом довольно приемлемых денег, но сколько они могут, в принципе, стоить в России, а если все-таки заказывать из Европы, сколько будет стоить доставка, неизвестно, так что я даже боюсь предположить, сколько на самом деле в деревянных это будет стоить. В сети, кстати, как-то просочилась фотография прототипа Bloom, как она могла бы выглядеть в этом выпуске. И знаете, вот здесь вот можно порадоваться, что Bloom выглядит именно так, как она выглядит. Потому что это какая-то жизнь. Нет, спасибо, но не надо. Ну что же, я жду вас в комментариях. Пишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу всех этих новостей. Нравится ли вам обновление по 9-му сезону? Нравятся ли вам куклы? Нравится ли вам вообще все то, что происходит в Winx фандоме сейчас? Оставляю наедине с этим плейлистом. Уверена, там очень много интересного именно для тебя. Желаю вам чудесного дня и до скорого!